Всем привет, с вами как всегда Алекс, и это новое полезное видео по Call of Duty Warzone. Да-да, ты думал, я забыл про Warzone и снимал другие выживалки и хоррор игры. Но нет, дорогой друг, параллельно я сидел в Warzone, тестил оружие и смотрел на очень важные и интересные изменения, которые ты явно мог упустить. В этом видео я затрону важные темы, такие как первое, самые актуальные комплекты в Warzone на сегодняшний день и на этот сезон, хотя, наверное, на следующий тоже, опять-таки, по моему мнению. Второе, обновление в Warzone, что случилось и что ввели нового, кроме пушек и исправлений, о чем нам не сказали, например, боты. Третье, что такое whitelist и как вам выигрывать, если вы неизвестный стример, а простой игрок, как я, собственно говоря, или вы. Четвертое, новый хак в игре, новый чит, который почти не палится. Что это такое и сколько игроков в вашем лобби уже с этим софтом. А перед подробным разбором этих тем не забывай прожать свой драгоценный лайк. Ты же знаешь, я твой лайк всегда ценю. Итак, первое. Самые актуальные комплекты в Warzone на сегодняшний день, которые я могу тебе только посоветовать, а решать тебе уже. Начинаем с первого комплекта. Это у нас калаш Cold War. Поверьте, эта пушка очень-очень неплохая в различных сборках. Но вот на среднюю, дальнюю и дальнюю дистанцию я не рекомендую использовать. Так все пульки вы не зарегаете в соперника никогда ни с одним прицелом. Ее очень круто использовать на маленькие дистанции или средние. И желательно прицел микрофлекс. Вторым оружием идет LC-10. Да, это моя любимая ППшка теперь. Я все еще прокачиваю ее, но она просто класс. А если вам везет найти ее золотую на земле, в любой игре КБ-4 или соло берите, вы не пожалеете. Итак, второй комплект, на мой взгляд, очень актуальный у зарубежных стримеров, да и я с ним бегаю чаще всего. Это М4А1. Да, старая добрая, но не бесполезная. Почему М4А1? Все просто. У нее фактически нет отдачи, все пульки летят в цель. Допустим, с АК с Cold War урон больше, чем у М4А1. Но при условии, что все пульки вы зарегаете просто по челику. А в большинстве случаев большая половина или меньшая даже улетит в молоко, и поэтому М4А1 вас просто сбреет. А если поставить на нее патрики 9 мм, то получится из М4А1 такой себе АС-вал на максималках. Но правда патриков в магазине будет только 30, учтите это. Вторым оружием у меня чаще всего выступает опять-таки LC-10, либо Кар-98. Ну, либо новую снайпу К-31. Она неплохая, но уступает Кар-98. Но если по приколу, то можно вот этот скин за боевой пропуск, он очень неплохой. Но в принципе его трясет как бешеную ручку. Честно говоря, тут мушка очень удобная. И прицел для этого МП5 не нужен. Вместо него рекомендую ставить ручку любую, которая вам нравится. Мне же скорость бега и точность стрельбы от бедра больше подходит, так как от бедра она стирает просто напрочь, поверьте мне. Итак, какое оружие проигрывает? Ну, во-первых, в этом сезоне нету какой-то одной имбовой пушки, как в прошлых сезонах, в принципе, все вы помните, да, FFR-1, и как бы все с ним бегали. Все пушки хороши. Насчет ППШ-41 бафнули, но недостаточно. Надеюсь, в следующем сезоне это исправят, так как преимуществ у него перед другими ППшками все еще нету. Новая Кар-В2. Потестил ее, но не покупал по нескольким причинам. Первое, на среднее дальнее расстояние она не годится. Стрелять, конечно, можно, но вот опять-таки сколько пулек зарегается. И я думаю, меньше 25%, а это очень мало. Использовать как ППшку. Да, тут можно. Конечно, 3 берста и челик отлетел в лобби. Но если челик с МАК-10 или LC-10 или МП-7, то скорее всего в лобби отправитесь вы. Просто банально не хватит времени сделать те самые 3 берста. То есть это ППшка без преимуществ ППшки. Ну, такое себе удовольствие. Итак, переходим. Новая Warzone, а именно боты. Да-да, вы не ослышались, в игре есть боты, точнее их недавно ввели.
Когда, значит, я тестил разные пушки в режиме добычи, я пару-тройку раз делал топ-1. И, конечно же, много контрактов и много киллов, дабы быстрее качнуть пушки и пропуск. Ну, все по народным методам. И поезд, и разведка. Сейчас вы все увидите. И тут, значит, меня начало кидать в супергеройские лобби. То есть, где сражаются прям конкретно за топ-1 и на киллы. Мне показалось это сначала как-то странным. Потом я вспомнил, что ходил еще как бы в КБ двойки, КБ одиночки. И там занимал топ-2 и топ-1. Потом на остров Возрождения. И там тоже самое делал, потому что в добыче просто скучно было, банально уж. И вот он, дробот, номер, неважно какой, он делает все то, что и я. Ну, кроме киллов, конечно. Бегает, куда я бегу. Кушает, что я кушаю. Если я сказал взять там контракт разведка, он пойдет возьмет. Ходит, куда я хожу. Какает, где я какаю. Летает, куда я лечу. В общем, вы, наверное, сейчас подумаете и напишите мне в комментариях, что нет, Алекс, это не бот, это просто челик зашел недавно в Warzone. И нет, знает, дробот всегда со мной будет, так что вы не переживайте. Он будет ходить где-то здесь. Что делать тут вообще? Да нет, скажу я вам. Уровень боевого пропуска норм, иногда больше, чем у меня. И это не единственный дропбот в игре. Не знаю, почему дропбот, номер неважно какой там, типа друг бот, что за хрень вообще, я не понимаю. И да, как вы поняли, у них у всех одинаковые ники. Дропбот такой-то номер, а скины разные. Хорошо, хоть это разное. Я очень сомневался по началу, но скорее всего это нереальные люди даже. Так киллы дропбот совсем не делает, только бегает куда я бегаю и делает то, что я делаю. Если у вас еще нету дропбота своего, то просто пойдите, займите топ-1 в добыче пару-тройку раз, там 1,5-2 ляма, сходите на остров Возрождения и займите топ-2 пару раз или топ-1 раза 3, как я, вот так вот. И у вас появится дропбот свой, причем лобби станет любое гораздо сильнее, а вы будете играть с ботами. Напишите мне, был ли у тебя дропбот в игре, друг такой вот. Может это, конечно, команда какая-то, типа киберспортсменов, или у всех ники дропбот, я не знаю. И всегда у них 0 киллов. Они даже челика после меня не доедают, а рандомы так делать очень любили. И мы переходим плавно от ботов к вайт-листу. И то, почему вы не сможете играть как знаменитые стримеры и ютуберы. Тут на самом деле, несколько причин. Первая, это игра в Warzone совершенно не киберспортивная. Это не киберспорт, это шоу, это хобби, это развлечение. И тут на самом деле не важно, какое у вас КД, 0.5, 0.8, 1, 3. Если вы хорошо стремитесь играть и пару-тройку раз занимаете топ-1, неважно, это КБ одиночки или КБ четверки или остров Возрождения, то на вас летят репорты от тех игроков, которые думают, что вы, конечно же, вы нечестно играете. То есть нечестно это делать паркур, не стоять на месте как дурак, юзать бэпки, стрелять и при этом двигаться. Многим это не нравится, особенно тем, кто играть совсем не умеет. И вы попадаете. Именно попадаете в такое лобби, как попал я, где у вас просто нету шансов на победу. Не потому, что тут все умеют играть, а потому, что тут часто встречаются читеры. И вот у тех, у кого есть whitelist, а это известные стримеры, как зарубежные, так и СНГ, кто, конечно, лобби у них прям light. Тут можно и видосики снимать, и чувствовать себя более спокойно. Почему? Да все потому, что в этом лобби играют все те, на кого нет репортов. То есть народ, который любит выходить в лоб, стрелять и при этом стоять как столб. В общем, вы поняли меня. Хотя, когда я не играю пару месяцев в Warzone, мне, допустим, пару дней нужно тоже как бы вспомнить, как она играется, что да как, иначе у меня тоже как бы там 0 киллов будет. Итак, новые читы в игре Warzone. Недавно меня начали сбривать, и как-то странно, причем я начал замечать, что челики совершенно не попадают в меня, а стреляют прям рядом, но все пульки регаются в меня. Заметьте, не все в голову, примерно половина, а причем челик не попадал в меня, а стрелял совсем криво, косо, и по большому счету ни одна пуля вообще попасть не должна была. А попали все прям, причем половину в голову.
А как оказалось, это новый чит такой, который называется Engine Oving. Мало того, что у него есть радар, так еще и пульки регаются в тебя, даже если челик не попадает. Это очень жестко, и это очень трудно спалить, фактически нереально. Конечно, позже выйдет анти-чит типа, но я не уверен в этом. Это самый сильный чит за всю историю Warzone, и просто так его не увидеть и не спалить. Я, конечно, совершенно не одобряю софтеров и читеров, они похоронят Warzone, если, конечно, Warzone сам себя раньше не похоронит, что уже мало-помалу происходит, а читеры были всегда, будут в этой игре и не только в этой игре. Но все-таки честно от себя скажу, этот чит очень сильный, я реально не понимал, что происходит, иногда вот меня челик стреляет, прям он рядом стреляет, как-то вот рядом стреляет, да, а все пули летят по мне, причем жестко сбривают сразу, буквально, хотя видно, он вот в метре от меня стрелял буквально, но это жесткий чит, что тут скажешь. Тут я не знаю, пишите комментарии свои, я почитаю, может кто-то тоже сталкивался с этим Engine Oving. Итак, надеюсь, я по максимуму помог этим информативным видео тебе по Warzone. Хороших и приятных каток тебе. Не забывай написать мне, что ты думаешь про читеров и ботов в комментариях. Мы, может, это все обсудим. И не забывай про свой драгоценный лайк. Подписывайся на канал Alex Game, если ты еще не подписан. И добавляйся в друзья в Warzone. Мы всегда можем сыграть в рандомное время. А с вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. Увидимся.